Друзья, всем привет! Прямо сейчас Европа сталкивается с двойным финансовым давлением, которое бьет по самым разным сферам, от вашего бензобака до мировых золотых запасов. Ситуация быстро меняется, и вот что вам нужно знать. Сначала о ценах на заправках. В Германии стоимость литра уже вплотную подошла к 2 евро. И дело тут не только в нефти. Я заметил интересный парадокс. Чем выше цена на табло, тем больше зарабатывает бюджет Германии. Налоги и НДС превращают ваш заправленный бак в дополнительные налоговые доходы для бюджета. Разберу, почему Берлин не спешит помогать водителям и кто на самом деле получает дополнительные доходы в этой ситуации. И сразу вторая важная тема. На Ближнем Востоке возник серьезный сбой в перевозках золота. Из-за напряженной ситуации вокруг Ирана крупнейший мировой хаб Дубай оказался фактически закрыт для перевозок драгоценного металла. Пятая часть мировой торговли золотом застряла в аэропортах. Это создает дефицит и заставляет инвесторов срочно перестраивать свои стратегии. Как остановка самолетов в Эмиратах отразится на стабильности ваших сбережений в Европе? Обо всем этом коротко прямо сейчас. Друзья, ну что, вы тоже сегодня заезжали на заправку и невольно замедляли шаг у табло. В Германии цены на бензин и дизель сейчас растут почти каждый день. Мы с вами привыкли винить во всем нефть и ситуацию на Ближнем Востоке. И да, это правда. Конфликт в Иране и перебои с танкерами за несколько дней подняли цены почти на 20%. Местами дизель и бензин уже вплотную подошли к отметке 2 евро за литр. Но сегодня я хочу показать вам то, что обычно остается за кадром. Мы все чаще обсуждаем мировые котировки, но почти не говорим о том, кто на самом деле выигрывает от того, что ваш бак становится золотым. И ответ может вам не понравиться. Смотрите, какая штука. Когда цена на нефть растет, доходы бюджета Германии автоматически увеличиваются. И дело тут не в каком-то секретном сговоре, а в чистой математике. В Германии стоимость каждого литра – это слоеный такой пирог из налогов. Тут и энергосборы, и экологический СО2 платеж, который в 2026 году, напомню, вырос до 18,5 центов за литр. А теперь самое важное. Главный бонус для государства – это НДС 19%. Он работает как автоматический множитель. Чем выше цена бензина на бирже, тем больше НДС капает в бюджет с каждого вашего литра. Государство получает дополнительные налоговые доходы, когда цена топлива растет. Давайте заглянем в реальные цифры, которые обычно не афишируют. Вы знали, что в Германии налоги составляют больше 50% от цены каждого литра? То есть, когда вы платите на заправке 2 евро, целый евро вы отдаете не за саму нефть и даже не арабским шейхам, вы отдаете его напрямую в казну. И вот здесь возникает сложная дилемма для правительства Фридриха Мерца. С одной стороны, высокие цены на топливо тормозят промышленность, но с другой бюджету критически нужны эти миллиарды от НДС и СО2 налога, чтобы компенсировать дефицит бюджета. Получается такой парадокс. Государство само стало заложником высоких цен, снизить налоги значит оголить бюджет, оставить как есть значит рискнуть народным гневом указ АЗС. Получается странный такой перекос. Для обычной семьи, которая везет детей в школу, для курьера или малого бизнеса, это тяжелая нагрузка. Каждые дополнительные 10 центов за литр вымываются из вашего кошелька десятки евро в месяц. А для бюджета страны это дополнительные краткосрочные доходы. В короткое время казна получает огромные дополнительные вливания. Мы с вами платим за кризис дважды. Сначала на кассе АЗС, а потом через налоги, которые заложены в цену. И пока водители ищут, где заправиться на пару центов дешевле, годовой план по налогам выполняется сам собой. И вот тут мы подходим к самому острому вопросу, который сейчас разделил Германию. Должно ли государство вмешаться? Мы с вами еще помним, как во время прошлого кризиса вводили топливную скидку. Сейчас экономисты снова предлагают: ребята, давайте временно снизим налоги или хотя бы заморозим рост цен. Но посмотрите, что происходит в правительстве. Канцлер Фридрих Мерц пока высказывается крайне осторожно. Он говорит, цитата: «Мы наблюдаем и оцениваем последствия». Многие экономисты считают, что дополнительные налоговые доходы сейчас важны для бюджета, но Мерц не может молчать вечно, ведь запредельно дорогая энергия – это серьезная нагрузка для транспорта и торговли. Если фуры встанут, а полки в магазинах опустеют, наблюдать будет уже поздно. А теперь давайте взглянем на Брюссель. Урсула фон дер Ляйен непреклонна. Ее позиция: климатическая стратегия Европейского Союза превыше всего. Это значит, что углеродный налог СО2 будет только расти. В Брюсселе считают, что высокие цены на топливо даже могут ускорить
переход на электромобили, что и поддерживает Урсула фон дер Ляйен, чтобы заставить нас пересесть на электрокары. А теперь самое важное. Получается ловушка. Пока мы с вами считаем центы у колонки, европейская бюрократия планирует, как сделать ископаемое топливо еще дороже. Это серьезное противоречие между экономикой и климатической политикой. Берлину нужно спасать экономику здесь и сейчас, а Брюсселю выполнять план по климату к 2050 году. В итоге миллионы водителей в Германии задают один и тот же вопрос. Если цены на бензин растут из-за войн, а налоги из-за политики, то кто в итоге ответит за этот двойной удар по нашим кошелькам? Мы видим с вами, как ответственность перекладывают друг на друга, а цифры на табло заправок продолжают ползти вверх. Следующая новость одна из самых важных, друзья. А теперь давайте поднимем глаза от бензоколонок прямо в небо. Сегодня в Германии обсуждают историю, которая на первый взгляд кажется экзотикой из Дубая, но на самом деле она бьет по самому фундаменту мировой финансовой системы. Пока мы считаем центы на заправках, в Эмиратах замерли миллиарды. Вы должны понимать, Дубай — это не просто красивые небоскребы, это крупнейший логистический узел, через который проходит каждый 5-й слиток золота в мире. 5-я часть всей мировой торговли драгоценными металлами. Золото летит сюда из африканских рудников и европейских банков, чтобы отсюда разойтись уже по огромным рынкам Индии, Китая и всей Азии. И вот из-за напряженной ситуации вокруг Ирана и военных действий в регионе небо над Ближним Востоком превратилось в закрытую зону. Авиасообщение в Объединенных Арабских Эмиратах частично парализовано, а золото, в отличие от нефти, не качают по трубам, его возят самолетами. А теперь самое важное. Многие из вас спросят, застряли самолеты с золотом в Дубае, и что нам с того? Но мы с вами должны понимать механику этого рынка. Золото — это так называемый арбитражный товар. Если в Лондоне цена одна, а в Индии из-за дефицита она взлетает, трейдеры должны физически перевести металл самолетами, чтобы выровнять рынок. Когда авиасообщение в Объединенных Арабских Эмиратах встает, этот механизм ломается. Возникает опасный ценовой такой разрыв. Это как если бы у вас были деньги и в банке, но банк закрыт на неопределенный срок. Рынок начинает резко нервничать. Инвесторы в Германии видят, что физического золота, скажем так, в руках становится меньше и начинают сильно нервничать. А когда нервничают крупные игроки, они начинают что? Сбрасывать другие активы, акции и облигации, чтобы уйти в наличные. Это создает эффект домино, который может докатиться до наших банковских вкладов быстрее, чем на самом деле кажется. Как только самолеты перестали взлетать из Дубая, мировая цепочка поставок просто рассыпалась. Это не просто задержки посылки, это серьезный сбой финансовой логистики. Золото застряло в хранилищах, брокеры из лондонского Сити в панике, они часами пытаются перенаправить грузы, но альтернативных маршрутов такого масштаба просто не существует. Маршруты исчезли вместе с безопасным небом. Для нас в Германии это плохой сигнал, когда золото, главный защитный, скажем так, актив мира, перестает перемещаться, на рынках начинается сильная волатильность. Инвесторы нервничают, потому что не могут физически получить металл. А когда нервничают инвесторы, это отражается на курсах валюты и на стабильности наших с вами сбережений. А теперь посмотрите, как этот логистический кошмар в Эмиратах начинает диктовать правила мировым рынкам. Когда физическое золото, настоящие слитки, а не цифры на экране, перестает перемещаться между странами, цены на биржах начинают вести себя непредсказуемо. Инвесторы всегда покупают золото как тихую гавань во время войн и кризиса. Но сейчас возникает уникальная ситуация. Спрос огромный, а привезти металл невозможно. Логистический паралич в Дубае создал искусственный дефицит. И результаты мы видим прямо сейчас. Стоимость золота снова пошла вверх. И это не просто спекуляция, это реальный страх рынка остаться без физического обеспечения. Вы спросите, где золото Дубай, а где наши заводы в Германии? Но связь здесь прямая. Германия — это крупнейший экспортер и одна из мощнейших экономик мира. Когда мировая торговля начинает заедать в таких узлах, как Дубай, это бьет по всей финансовой системе. Канцлер Фридрих Мерц сейчас крайне внимательно следит за котировками сырья. Почему? Да потому что любые потрясения в глобальной торговле золотом
Это удар по стабильности банков, по инвестиционному климату и в конечном итоге по стоимости кредитов для немецкой промышленности. Если мировая финансовая ось начинает скрипеть, это мгновенно долетает до Франкфурта и Берлина. В Брюсселе Урсула фон дер Ляйен уже обсуждает устойчивость цепочек. Европа на горьком опыте энергетического кризиса поняла, зависимость от пары точек на карте – это огромная слабость. А теперь самое важное. Посмотрите на масштаб. Всего один город, Дубай, на несколько дней оказался закрыт для золотых рейсов, и все. Торговые цепочки от Лондона до Индии начали лихорадочно перестраиваться. Урсула фон дер Ляйен не зря говорит об устойчивости. Мы привыкли к глобализации, где все работает как часы, но Дубай сегодня это так называемая единичная точка отказа. Если этот узел выпадает, вся финансовая ось Африка, Европа, Азия начинает работать с серьезными перебоями. Для Германии это очередной жесткий урок. Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Вчера это был газ из одной трубы, сегодня это золото и логистика через один город в пустыне. Мы видим с вами вращение новой реальности, где безопасность маршрутов становится важнее, чем цена самого товара. И за эту безопасность в итоге заплатим мы с вами в виде инфляции и более сложных путей доставки. Это наглядный урок того, насколько хрупка наша глобальная экономика, стоит выпасть этому звену, и последствия ощущаются в каждом банкомате и на каждой бирже мира. Сегодня мы с вами увидели, как связан ваш чек на заправке и слитки золота в застрявших самолетах Объединенных Арабских Эмиратах. Мир стал слишком тесным, чтобы надеяться, что проблемы на Ближнем Востоке нас не коснутся. На сегодня это все. Как вы считаете, стоит ли сегодня доверять золоту или в 2026 году надежнее хранить сбережения в чем-то другом? Напишите в комментариях, очень интересно ваше мнение. Спасибо за просмотр, берегите свои финансы и до встречи в следующем выпуске.